June 9th, Kazakh citizens will go to the polls. It's the first presidential election in almost 20 years without its first president and longtime leader Nazarbayev on the ballot. We're here in the Kazakh capital to learn more about the significance of these elections for Kazakhstan. We are at the moment in a very transitional period. Our first president, actually the founder of our independent country of Kazakhstan, has recently decided to step out from his role, official role of first president, and he tries to support the democratic transition of power in our country. Первый президент, он с нами рядом, да, то есть он как бы сохраняет такую определенную роль в принятии стратегических решений, да, но оперативные решения, они уже принимаются без него. И, соответственно, это уже такое большое испытание для нашей элиты, насколько она может без него управлять. Потому что он, в принципе, так, скажем, ее выращивал, эту элиту. И, соответственно, вот как она покажет себя дееспособной без него, это будет очень интересно. Every elections he was hugely supported by our population. And I mean, it's an honest support because we're a very young country, and this does affect our group psychology. And as a young electorate country, we do trust and believe very much into the person who provided a lot of prosperity into the country. Қазақстан қазір өте жауапты кезең кешіп жатыр. Ол Назарбаевтан кейінгі биліктің моделі қандай болады, транзит қалай өтеді деген үлкен сұраққа жауап іздеп жүрміз. Сондықтан президент сайлауы соның бір жауабы. Ну и со стороны государства произошла такая ситуация. Вот смена президентов привела к тому, что такой централизованный авторитет власти, одновременно его распределили на несколько разных фигур. Да? То есть часть как бы восприятия общества ушла в Сенат, часть у президента, ну, у нас президентская система, часть у правительства. Тем самым вот произошла такая десакрализация власти. То есть власть не то, что мы вот воспринимали что-то такое особенное, а это такие топ-менеджеры, которые воспринимаются уже более проще. И второе, сама власть об этом заявляет. Мы готовы к диалогу, мы готовы к открытости, мы пойдем в социальные сети, мы открыто будем обсуждать свои решения. Это, знаете, вот такой сигнал готовности к диалогу произошел. Если говорить об этих выборах, то они, во-первых, тут больше всего кандидатов, то есть 7 кандидатов. Плюс очень разные, очень полярные идеологии, которые они представляют. То есть, если раньше у нас все кандидаты старались ближе быть к центру, да, то есть центристами быть, то сейчас очень хорошо центрист всего один, это Касым-Жомарт Токаев, а все остальные представляют и левые, и правые, то есть эти направления политики. Во-первых, моя платформа лично моя как кандидата, это опять-таки платформа самой нашей партии, потому что эту программу мы писали вместе. Во-первых, это либеральная экономика. Что такое либеральная экономика? Это демонополизация, это честная конкуренция, это развитие частного бизнеса, особенно малого и среднего бизнеса. Понимаете? И сегодня я предлагаю, что должна быть налоговая реформа. Our economy is very commodity addicted, which brought a lot of easy money into economy and created the whole class of oligarchy at some point and the whole level of large businesses, which is also very important for our economy. But taking into account that we are only 20-something years old as a country, our entrepreneurship muscles are just building up slowly. Ал енді бүгінгі күні жалпы Қазақстанның экспорт көлемі $50 миллиард. Ол мұнай, газ, темір,
ол қайтадан өңделмейтін шығын. Ал ауыл шаруашылығы жылда өз табысын өзі атқарып отырады. Егерде ауыл шаруашылығы үйістіп дамитын болса, ол өзі локомотив ретінде металлургия, химия өндірісін, жеңіл өндірісті, азық-түлік тағам әзірлейтін өндірісті, оның қосымша ғылымды, білімді бүкіл саланы тартып алып шығады. Оппозицияда болу оңай емес, сондықтан мен кезінде, әсіресе 2000 жылдардың басында қатты қысымға ұшыраған саясаткердің бірімін. Мені кезінде ұрып соққан, кезінде қылмыстық іс бойынша соттаған, ол үшін шартты түрде бостандықтан айырылған. Сосын мен 3 рет митингілер үшін 3 рет 15 тәулік абақтыда отырып шыққанмын. Сондықтан біз оның бәрін өттік. Бірақ дәл қазір мен өз басыма сондай қатты қысым бар деп айта алмаймын. Меніңше қазір биліктің өзі оппозиция болу керек, оппозиция бар, онымен санасу керек деген ойға келе жатқан сияқты. Қазақстан оппозициясы соңғы рет президент сайлауына 2005 жылы қатысты. Одан кейінгі сайлауларға бойкот жариялады. Сондықтан 14 жылдан кейін оппозиция өкілі ретінде мені тіркеп отыр. Мен шын айтсам, оны күткен жоқпын. Бұны мен позитив деп қараймын. Даже если Токаев и выиграет эти президентские выборы, он станет президентом, количество голосов, по моему, предварительным, это мое личное мнение, я не знаю, как это сложится, мы с вами это увидим 9 июня, где-то на уровне 70%, не более. Я так думаю, что должно быть так. По крайней мере, когда были объявлены выборы, партия Ак-Жол при встрече с президентом обратилась к президенту с требованием обеспечить честные, открытые выборы. И президент Токаев пообещал это сделать. Результаты этих выборов покажут, насколько они были прозрачны. И как раз-таки это повлияет на отношения между государством и обществом. Но я думаю, что молодежь в целом будет голосовать. И достаточно активно. Потому что и многие молодые люди голосуют впервые, им это просто интересно. А в целом молодежь сегодня более ответственно подходит к избирательному праву. Это не советская модель голосования, когда приходили просто опустить бюллетень. И это не выборы с участием Назарбаева, где все знали, что кроме него и голосовать-то не за кого. А сейчас молодежь будет подходить к выборам более ответственно, она будет с большим интересом изучать эти платформы кандидатов, находить более-менее близкого себе по духу, по интересам. И с каждым разом эти выборы должны становиться все лучше и качественнее и интереснее. For example, myself, I'm 30 years old, and as far as I know, everything I knew was this political system, with this president, and this is a very interesting period of time in Kazakhstan because millennials, how they call them, the 30-something-year-old people who know the benchmarks of all over the world, who have these values, democratic, liberal values, and who are ready to speak out. Unfortunately, most of them, especially in rural areas of Kazakhstan, they lack of knowledge of the laws and their own rights. Ну, тут в самих выборах важна не только, в смысле, кто именно победит. Мы примерно представляем, кто победит, да, то есть самые большие шансы, конечно, у Касым-Жомарта Токаева в силу просто поддержки, в принципе, власти и то, что он имеет наибольший политический опыт из всех кандидатов. Но тут очень важно еще и явка, во-первых. Во-вторых, региональное распределение голосов, как самого Токаева. Потом дальше, как распределяться второе, третье, четвертое там, места. Да. Дело в том, что у нас же еще будет скоро, еще в 2021 году парламентские выборы и выборы маслихатов. Почему-то мне кажется, что после этих выборов сразу будут парламентские выборы.
И те, кто сейчас участвует, на самом деле они думают не об этих выборах, а о парламентских выборах, сколько они там мест смогут получить и так далее. Кто-то же думает, ну, простые люди, кто не занимается политикой, думают, ну, смотрят на этот процесс как какой-то окончательный процесс. А я считаю, что это начало процесса политических реформ. Следующие будут парламентские выборы. Сейчас очень важно не только, кто первый будет. Для меня очень важно, кто будет вторым, кто будет третьим, и какие они в будущем парламенте возьмут голоса. It's clear that this election is just the first step in a transition of power and governance in Kazakhstan. Whoever wins the election will have the important task of guiding the country towards better democratic representation.